Друзья, всем привет! Поздравляю вас с наступающей Пасхой и хочу поделиться рецептом очень пышного и вкусного пасхального венка в шоколадной глазури. Рецепт очень простой и доступный, готовится из простых продуктов, а все особенности рецепта я, как обычно, расскажу в рекомендациях. В теплое молоко всыпаю сухие дрожжи и перемешиваю, чтобы дрожжи разошлись в молоке. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной смеси. В взбитые яйца вливаю дрожжевое молоко и растопленное сливочное масло. Недолго перемешиваю миксером. Всыпаю сразу всю муку и тщательно перемешиваю миксером, чтобы получилось однородное дрожжевое тесто без комочков. В тесто добавляю рубленый чернослив и цедру лимона. Перемешиваю, чтобы чернослив равномерно распределился в тесте. В кольцевую форму для выпекания, предварительно смазанной сливочным маслом и обсыпанной мукой, выкладываю все дрожжевое тесто. Обязательно смажьте сливочным маслом, обсыпьте мукой, тогда тесто хорошо отойдет от формы и не прилипнет. Форму с тестом убираем на расстойку примерно на 20-30 минут в теплое место без сквозняков. Форму с тестом убираем в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для приготовления глазури шоколад необходимо растопить в микроволновой печи, либо на плите, постоянно помешивая. Шоколад растопил в микроволновой печи. Добавляю сливочное масло и перемешиваю до однородной глазури. Глазурь на пасхальное вино готова. Используйте прохладное сливочное масло, чтобы глазурь не была слишком жидкая и она сразу не стекла с пасхального венка. Если у вас масло жидкое, просто оставьте глазурь при комнатной температуре и она загустеет немножко. Вот примерно вот такая густота глазури должна получиться. Выпеченное пасхальное кольцо оставляю на решетке до полного остывания. Сверху на остывшую выпечку наношу шоколадную глазурь и распределяю шоколадную глазурь по всей площади пасхального венка. Пасхальный венок по данному рецепту получается очень пышный, вкусный. Это отличная выпечка для всех, кто не успел с куличами и кому нужен простой и быстрый рецепт к пасхальному столу. Вот такой внутри пасхальный венок. Тесто очень нежное. Чернослив с шоколадной глазурью отлично сочетается в пасхальном венке. Уверен, вам понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.